Всем привет, дорогие друзья! Скоро наступит светлый праздник Пасхи, и к нему мы хотим приготовить самые вкусные и красивые куличи. У меня на канале их уже огромное количество. Это и 3 варианта кулича краффина, и красивый краффин-венок, и другие рецепты куличей. А сегодня будем готовить чудесные куличи на александрийском тесте. Вы давно просили у меня этот рецепт. Кулич получается просто как настоящее солнышко. Рецепт на самом деле очень простой, и я уверена, он получится у всех с первого раза. Традиционно тесто готовится на топленом молоке. И обязательное условие – это долгое выстаивание опары, без муки. Благодаря этому тесто становится невероятно ароматным, даже без добавок каких-либо ароматизаторов. Эти александрийские куличи получаются просто идеальными, легкими, мягкими и вместе с тем влажными. От них невозможно оторваться, настолько они вкусные, сладкие. За следующим кусочком рука потянется сама. Самое главное – готовить эти куличи со светлыми мыслями, хорошим настроением и молитвой. Традиционно для приготовления александрийского теста используют топленое молоко. Если у вас нет возможности купить топленое молоко, как и у меня, его легко можно приготовить дома. Я обязательно оставлю ссылку на рецепт под видео в описании. Начинать приготовление теста надо накануне. Обычно я готовлю опару вечером и на следующий день начинаю готовить основное тесто. Для приготовления опары мне понадобится в теплом топленом молоке примерно 38 градусов разведу дрожжи. Добавляю 2 чайные ложки сахара. Я использую тростниковый сахар, можно использовать и белый. Всыпаю дрожжи. Вместо сухих дрожжей можно использовать и свежие. Берите их в 3 раза больше. Хорошо перемешиваю. И оставляю так постоять примерно 5-7 минут. В миску отправляю мягкое сливочное масло комнатной температуры, всыпаю сахар, перетираю масло с сахаром венчиком. Теперь добавляю в массу 3 желтка. Оставшиеся белки потом можно использовать для глазури. Теперь по одному добавляю яйца, перемешиваю. Я использую крупные яйца. Вес одного яйца со скорлупой примерно 68-70 граммов. И теперь в полученную массу вливаю подошедшие дрожжи. Посмотрите, как они хорошо поднялись. Только когда увидели такую картину, можно продолжать делать тесто дальше. Значит, дрожжи хорошие. Получается вот такая негустая опара. Закрываю миску пищевой пленкой и оставляю опару при комнатной температуре примерно на 10-12 часов. Подготовлю изюм. Я его залью свежевыжатым апельсиновым соком. Вместо апельсинового сока можно залить изюм горячей водой, просто его пропарить, либо использовать какой-либо алкоголь, например, коньяк или ром. Посмотрите, как сейчас выглядит опара. За ночь она хорошо перебродила. За это время она поднялась, а затем опустилась. Сейчас я ее немного перемешаю. Для приготовления основного теста мне понадобится для того, чтобы эфирные масла из цедры, апельсина и лимона отдали все свои ароматы, я цедру смешаю с сахаром и дам немного постоять. Примерно минут 5. Тесто от этого получится более ароматным. Сахар буквально совсем немного постоял и стал вот такой влажный от цедры. Добавляю его в опару. Добавляю мед и экстракт ванили. Можно также использовать и ванильный сахар. Хорошо перемешиваю. Постепенно просеиваю муку. Муки всегда может уйти разное количество, в зависимости от других ингредиентов и, конечно, от самой муки. Теперь добавляю соль
И добавляю куркуму. Куркума придаст красивый солнечный цвет тесту, но совершенно не будет ощущаться ее вкус. Начинаю вымешивать тесто лопаткой и постепенно добавляю муку. Сейчас, исходя из консистенции, я вижу, что мне понадобится вся мука, все 700 граммов. Как видите, тесто у меня получилось довольно вязким. Таким оно и должно быть. Сейчас буду вымешивать тесто при помощи миксера насадками для теста. Конечно, тесто можно вымесить и в планетарном миксере, а также можно это сделать и руками. Только, конечно, для этого понадобится чуть больше времени. Вымешивать миксером буду примерно 10-12 минут. Мне надо, чтобы тесто как бы собралось в один целый ком и начало отлипать от стенок миски. При вымешивании в тесте развивается клейковина муки. Оно получится более нежным, более волокнистым. Теперь добавляю изюм и цукаты. С изюма я предварительно слила апельсиновый сок через сито. Присыпаю его 1 столовой ложкой муки. Так он легче будет соединяться с тестом. И добавляю разноцветные цукаты. Хорошо все перемешиваю миксером. Сейчас надо оставить тесто подходить. Но я вижу, что моя миска для этого мала. Поэтому переложу его в большую кастрюлю. Кастрюлю я смазываю растительным маслом и выкладываю сюда тесто. Посмотрите, сейчас тесто занимает совсем немного места. Закрываю кастрюлю пищевой пленкой и отправляю все на расстойку в теплое место. Мне надо, чтобы тесто увеличилось в объеме больше, чем в 2 раза. Для этого может понадобиться 1,5-2 часа, так как здесь много сдобы. У меня прошло примерно 1,5 часа. Тесто великолепно увеличилось в объеме. Сейчас оно занимает больше, чем пол кастрюли. Стол я хорошо смазываю растительным маслом. Достаю тесто. Оп, слегка обминаю. Оно просто невероятное. Всего у меня получится 3 больших кулича. Я их буду выпекать вот в таких бумажных формах. Диаметр 14 см и высота 8,5 см. И один небольшой кулич, диаметр формы 9 см и высота 8,5 см. Делю тесто при помощи весов. 3 больших кулича будут весом по 550 граммов и один поменьше 250 граммов. Тесто я вот таким образом хорошо округляю и аккуратно перекладываю в форму. Форма у меня заполнена примерно наполовину. Если у вас будут другие формы, ориентируйтесь по объему. Формы с тестом я переставляю на противень, чтобы потом мне не надо было ничего передвигать. Закрываю пленкой и оставляю все на расстойке. Мне надо, чтобы тесто заполнило всю форму. Прошел примерно 1 час. Я снимаю пленку и оставляю куличи при комнатной температуре еще на 1 час. Тесто замечательно подошло. Для этого мне понадобилось всего 2 часа. Тесто сдобное и может подходить дольше. Куличи я отправляю выпекаться в хорошо разогретую до 160-170 градусов духовку примерно на 35-45 минут. Время выпечки зависит от особенностей вашей духовки, от размера форм и от материала, из которых они сделаны. Противень с куличами я ставлю на 2-й снизу уровень, включен верх и низ духовки. Куличи я достала из духовки. Всего они у меня выпекались 45 минут. Обязательно проверяйте готовность куличей деревянной шпажкой или зубочисткой. Она должна выходить абсолютно сухая. Посмотрите, какие они получились красивые, как здорово сверху выросла шапочка. Вот этот небольшой куличик я достала раньше, выпекался он у меня 30 минут. Куличи я переставляю на решетку, чтобы они остывали. Украшайте куличи по вашему желанию. Обычно традиционно украшают глазурью. Я сегодня несколько куличей сверху покрою белковой заварной глазурью с
Ссылки на разные виды глазури я оставлю под видео в описании. И сверху можно украсить разными посыпками. И, конечно, я сейчас буду пробовать. Тесто в этих куличах просто потрясающее. Оно такое влажное, сдобное, сладкое, потому что готовим его на топленом молоке и особенным способом. Действительно, это александрийское тесто, оно особенное. Я всем рекомендую приготовить такие чудесные куличи. Это и просто, и быстро, и очень вкусно, и красиво. Я желаю всем приятного аппетита, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Подписывайтесь, кто еще не подписан, на мой канал Люда Изикук «Позитивная кухня». Всем пока!